Человеческому мозгу очень сложно осознать концепцию глубокого времени. Мы измеряем свою жизнь десятилетиями, а историю нашей цивилизации – тысячелетиями. Но возраст нашей планеты – 4,5 миллиарда лет. И если представить всю историю Земли как один календарный год, то человечество появилось на свет лишь в самые последние его секунды. Задолго до этого планетой правили настоящие гиганты. В предыдущем видео мы с вами уже приоткрыли дверь в прошлое. Мы погружались в океаны, где властвовал безжалостный мегалодон, гуляли по джунглям, скрывающим змею размером с автобус, и смотрели в небеса, которые застилали крылья летающих монстров. Тот ролик вызвал невероятный резонанс. И именно благодаря вашей феноменальной активности, вашим лайкам и комментариям мы поняли одну вещь. Вы готовы копнуть глубже и готовы ко второй части. Сегодня мы забудем о тех существах, которых вы уже знаете, потому что природа – это самый безумный архитектор. Вы думали, что тираннозавр был венцом эволюции хищников, что млекопитающие всегда были пугливыми и мелкими, что океан показал нам всех своих демонов. Вы ошибались. Приготовьтесь к погружению в эпохи, где гравитация казалась лишь условностью, а размеры животных ломали все законы современной физики. Мы покажем вам живые машины для убийства, шагающие землетрясения и крокодилов, которые завтракали существами размером с танк. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем путешествие в эпоху истинных титанов. Глава 1. Доисторический океан. Эволюция абсолютного оружия. Чтобы встретить наш первый ночной кошмар, нам придется отправиться очень далеко, задолго до того, как на Земле появился первый динозавр. Это было 360 миллионов лет назад, в так называемый Девонский период. В то время суша только начинала покрываться первыми лесами, и на ней еще не было по-настоящему крупных обитателей. Вся главная арена битвы за выживание находилась под водой. И в этих водах зародился хищник, который не нуждался в зубах. У него было кое-что похуже. Познакомьтесь с дунклеостеем. Это была рыба размером с современный школьный автобус, около 9 метров, чистой ярости и весом более 4 тонн. Но то, что делает дунклеостея уникальным, это его анатомия. Его голова и грудь были покрыты монолитной, непробиваемой костяной броней. Так что, по сути, это был живой подводный танк. У дунклеостея не было привычных нам зубов. Вместо них его челюсти представляли собой массивные костяные пластины, края которых постоянно терлись друг о друга, затачиваясь до состояния бритвы. Это была буквально живая гильотина. Когда этот монстр атаковал, его челюсти открывались за 1/50 долю секунды. Это создавало смертоносный вакуум, который засасывал жертву прямо в пасть. А затем ловушка захлопывалась силой в 6000 ньютонов. Дунклеостей одним укусом перекусывал доисторических акул пополам, словно хрустящие палочки. Его броня была настолько толстой, что единственным существом в океане, способным убить дунклеостея, был другой дунклеостей. Ученые часто находят на их непробиваемых панцирях глубокие шрамы, следы жестоких каннибальских схваток за территорию. Но океан не стоит на месте. Спустя сотни миллионов лет эволюция решила, что костяная броня – это пережиток прошлого. Наступила эра Триасового периода, и в игру вступили гиганты, способные поспорить по габаритам с современным синим китом. Долгие годы наука считала, что рептилии не способны достигать размеров китов, но недавние палеонтологические открытия в Великобритании стерли эту теорию в пыль. Встречайте ихтиотитана, самую большую морскую рептилию, когда-либо рассекавшую волны. Внешне он напоминал дельфина, но только увеличенного до абсолютно абсурдных масштабов. Длина этого существа достигала невероятных 25 метров. Представьте себе 2 пассажирских вагона, составленных вместе. Ихтиотитан жил в мире, который только-только восстанавливался после самого разрушительного массового вымирания в истории Земли. Океаны были относительно пусты, конкуренции почти не было, и это позволило этим созданиям расти до невообразимых размеров. Их глаза были размером с автомобильное колесо, что позволяло отлично видеть в почти полной темноте на огромных глубинах.
выслеживая стаи древних головоногих. Рядом с ихтиотитаном знаменитый мозазавр из парка юрского периода показался бы просто мелкой ящерицей. Это был истинный властелин Древнего океана, чья тень закрывала солнце для всех, кто находился под ним. Но пока в воде правили эти левиафаны, суша готовилась к рождению созданий, чей шаг заставлял горы дрожать. Глава 2. Архитектура гигантизма. Аномалии, ломающие законы физики. Суша – это совершенно другая арена выживания. Здесь действует жестокий и бескомпромиссный диктатор, имя которому – гравитация. В воде тело поддерживается плотной средой, но на Земле каждый лишний килограмм требует мощного скелета и колоссальных затрат энергии. Кажется, что вырасти до размеров подводных левиафанов здесь просто невозможно. Но природа любит бросать вызов собственным правилам. Когда мы думаем о крупных млекопитающих прошлого, на ум сразу приходят мамонты. Но если бы самый большой мамонт оказался рядом с нашим следующим героем, он выглядел бы как крошечный пони. Познакомьтесь с паракритерием, или, как его еще называют, индрикотерием. Это было самое крупное сухопутное млекопитающее за всю историю нашей планеты, жившее около 30 миллионов лет назад. Внешне он напоминал нечто среднее между лошадью, жирафом и носорогом. Только представьте себе безрогого носорога, который был настолько огромен, что мог бы спокойно заглянуть в окно 3-го этажа вашего дома. Высота паракритерия в холке достигала 5 метров, а с поднятой головой – почти 8. Весил этот исполин около 20 тонн. Это масса 4 взрослых африканских слонов, объединенных в одно животное. Чтобы прокормить такую гору мышц, ему приходилось съедать сотни килограммов листьев и веток каждый день. У него не было естественных врагов. Ни один хищник того времени не осмелился бы напасть на создание, один удар копыта которого мог превратить нападающего в пыль. Но задолго до эпохи млекопитающих, в конце мелового периода, берега рек таили в себе совершенно другую первобытную угрозу. Вначале мы обещали вам крокодила, который завтракал существами размером с танк. Пришло время с ним встретиться. Его имя – Дейнозух. В дословном переводе «ужасный крокодил». И он полностью оправдывал каждую букву своего названия. Современный гребнистый крокодил – грозный хищник, достигающий 6 метров в длину. Дейнозух был в 2 раза длиннее и в 10 раз тяжелее. 12 метров бронированной плоти весом 8,5 тонн. Но его главным оружием был не размер, а невероятная сила укуса. Челюсти Дейнозуха смыкались силой свыше 100 тысяч ньютонов. Это в 2 раза мощнее, чем укус легендарного тираннозавра. Дейнозух не тратил время на мелкую рыбу. Он лежал на мелководье, сливаясь с грязью, и ждал, когда динозавры придут на водопой. Стоило многотонному гадрозавру наклонить голову к воде, как происходил молниеносный бросок. Челюсти захлопывались на шее или ноге жертвы, и Дейнозух утаскивал бьющегося ящера на глубину, применяя знаменитое смертельное вращение, отрывая куски мяса от еще живой добычи. На панцирях древних черепах и костях динозавров ученые до сих пор находят глубокие следы от зубов этого монстра размером с крупный банан. И все же, какими бы колоссальными ни были паракритерий или Дейнозух, они меркнут перед истинными властелинами суши, существами, чье существование кажется настоящей физической аномалией. В 2014 году на юге Аргентины палеонтологи наткнулись на окаменелость, которая заставила их переписать учебники. Это была бедренная кость. Только одна эта кость была выше взрослого мужчины и весила около полутонны. Так был открыт патаготитан, самое массивное сухопутное животное, когда-либо ходившее по поверхности Земли. Его размеры бросают вызов здравому смыслу. 37 метров в длину, от носа до кончика хвоста. Это длина 3 городских автобусов, выстроенных в один ряд. Вес патаготитана оценивается в 70 тонн. Представьте себе полностью загруженный пассажирский самолет Boeing 737, который внезапно отрастил ноги и пошел по саванне. Когда это существо передвигалось, каждый его шаг вызывал локальные микроземлетрясения. Его шея длиной в 12 метров
работала как стрела подъемного крана, позволяя патагатитану пылесосить растительность с огромной площади, даже не сдвигая с места свое тяжелое тело. Чтобы кровь могла дойти от сердца до мозга на такую невероятную высоту, его мотор должен был весить несколько сотен килограммов и перекачивать кровь под колоссальным давлением, которое разорвало бы сосуды любого современного животного. Эти титанозавры были настолько огромны, что взрослые особи были абсолютно неуязвимы. Даже стая самых опасных хищников того времени не смогла бы прокусить их толстую кожу, натянутую на мышцы, плотные, как стальные тросы. Они были живыми ходячими крепостями, вершиной развития жизни на Земле. Казалось бы, природа достигла своего предела. Невозможно создать что-то еще более странное и масштабное. Но эволюция обожает сюрпризы. И пока по суше ходили динозавры размером с самолет, в небесах разворачивалась своя не менее захватывающая история. Глава 3. Воздушные аномалии. Тень, закрывающая солнце. Гравитация – это безжалостный тиран. Одно дело вырастить мышечную массу, когда ты ходишь по твердой земле или плаваешь в плотной воде, и совершенно другое – поднять эту массу в воздух. Ученые долгое время считали, что существует строгий физический предел веса для всего, что умеет летать. Но природа в очередной раз посмеялась над нашими расчетами. В первой части нашего фильма мы упоминали Кецалькоатля, летающего монстра ростом с жирафа. Он казался нам вершиной небесной эволюции, тонкий, грациозный и смертоносный. Но у него был близкий родственник, чей облик больше напоминал ночной кошмар, воплощенный во плоти. Перенесемся в конец мелового периода, на территорию современной Румынии. Тогда это был огромный тропический остров, который ученые называют Хацек. Из-за долгой изоляции местные динозавры измельчали, превратившись в карликовые версии своих собратьев. И место абсолютного альфа-хищника на этом острове занял не двуногий ящер, а летучий демон Хацегоптерикс. Если Кецалькоатль был снайпером, то Хацегоптерикс был кувалдой. При таком же гигантском размахе крыльев в 11-12 метров он был сложен как настоящий тяжелоатлет. У него была невероятно толстая массивная шея, состоящая из губчатой кости и оплетенная мощными мышцами. Его челюсти достигали полуметра в ширину. Хацегоптерикс не выхватывал мелкую добычу из травы на лету. Из-за своих габаритов он не мог пикировать с небес, рискуя разбиться. Вместо этого он приземлялся поодаль, складывал крылья и превращался в наземного убийцу, возвышаясь над джунглями. Своим колоссальным клювом он наносил сокрушительные удары, способные проломить череп динозавра, а затем заглатывал добычу размером с современного пони целиком. Как существо с габаритами небольшого истребителя умудрялось взлетать. Ученые создали компьютерную симуляцию и были поражены. Хацегоптерикс не разбегался и не махал крыльями. Он использовал свои мощнейшие передние конечности как пружины. Он буквально катапультировал свое 200-килограммовое тело в воздух с места, как гигантская лягушка, и только после этого раскрывал крылья. Звук, с которым этот титан отрывался от земли, был похож на выстрел из пушки. Но эпоха динозавров подошла к концу. Птерозавры исчезли навсегда. Казалось бы, небеса останутся за мелкими птицами. Однако 6 миллионов лет назад над равнинами Южной Америки начала скользить тень, закрывающая солнце. Если вы боитесь хищных птиц, то этот пернатый исполин заставит вашу кровь застыть. Встречайте Аргентависа, самую большую летающую птицу в истории нашей планеты. Размах его крыльев достигал 7 метров. Это больше, чем длина многих современных внедорожников. Только одно перо на его крыле было размером с руку взрослого человека и напоминало стальной меч. Аргентавис весил около 70 килограммов. Из-за своего веса он физически не мог летать, как обычные птицы. Постоянно махая крыльями, у него бы просто сгорели мышцы. Вместо этого он использовал восходящие потоки теплого воздуха, поднимающиеся от прогретой солнцем земли. Аргентавис был живым планером. Он мог часами парить на высоте в несколько километров, высматривая добычу зоркими глазами. Его клюв был оснащен острым загнутым крючком,
как у современного орла, только размером с шахтерскую кирку. Аргентавис пикировал на свою жертву со скоростью свыше 100 км в час, сбивая ее с ног одним ударом массивных когтей. Он спокойно мог бы унести в своих лапах взрослого льва. Глядя на этих повелителей неба, сложно поверить, что они делили планету с существами, чья анатомия была еще более пугающей. Нам пора снова спуститься на Землю, потому что впереди нас ждут млекопитающие, чьи габариты заставляют усомниться в реальности происходящего. Существа, пережившие ледниковый период и превратившиеся в живые танки и пушистые небоскребы. Глава 4. Кайнозойские монстры. Эволюция без ограничений. Когда мы произносим слово «ленивец», в голове сразу возникает образ милого неповоротливого существа, которое целыми днями висит на ветке и медленно жует листья. Но несколько миллионов лет назад в Южной Америке обитала версия этого животного, встреча с которой не оставила бы вам ни единого шанса. Познакомьтесь с мегатерием. Это был наземный ленивец. Забудьте о деревьях. Этот зверь был настолько тяжел, что ни один ствол не смог бы его выдержать. Когда мегатерий опускался на все 4 лапы, он был размером со взрослого слона. Но самое жуткое происходило, когда он вставал на задние ноги, чтобы дотянуться до верхних веток. В таком положении его рост достигал 6 метров. Это высота современного двухэтажного дома. Его передние лапы заканчивались чудовищными когтями, каждый из которых был длиной с человеческую руку. Ученые предполагают, что они служили не только для добычи пищи. Несмотря на то, что мегатерий питался растениями, он не был мирным. Если на него пытался напасть саблезубый тигр, ленивцу было достаточно одного удара своей тяжелой лапы, чтобы переломать нападающему позвоночник или буквально разорвать его пополам. Мегатерий был настолько массивным, что передвигался, опираясь не на подушечки лап, а на внешние края стоп, чтобы не втыкать собственные когти себе в плоть. Но даже такой бронированный исполин не чувствовал себя в абсолютной безопасности, потому что в ту же эпоху в мутных реках и болотах Древней Амазонии скрывался хищник, заставляющий побледнеть даже современных аллигаторов. В прошлых эпохах мы уже видели огромных рептилий, но миоценовый период подарил миру пуруссавра. Если вы считаете крокодилов идеальными машинами для убийства, то пуруссавр – это та же машина, только размером с тяжелый танк. Это был гигантский кайман, длина которого превышала 12 метров, а вес доходил до 8,5 тонн. Чтобы вы понимали масштабы, в его пасти мог бы спокойно поместиться взрослый человек в полный рост, и еще осталось бы место. Сила укуса пуруссавра оценивается в невероятные 69 тысяч ньютонов. Этого с лихвой хватит, чтобы смять кузов легкового автомобиля, как пустую алюминиевую банку. Пуруссавр не питался просто рыбой. В его рацион входили гигантские броненосцы размером с автомобиль и доисторические черепахи. Мощными челюстями он проламывал их монолитные панцири, не замечая сопротивления. Этот суперхищник не имел конкурентов и правил Амазонией железной хваткой, пока изменение климата не разрушило его водную империю. Однако не только Южная Америка могла похвастаться своими чудовищами. Если мы переместимся в доисторическую Австралию, то встретим существо, которое словно сошло со страниц древних мифов и легенд. Настоящего живого дракона. Его научное название – мегалания. Это самая большая ядовитая ящерица из когда-либо существовавших на Земле. Представьте себе современного комодского варана, который сам по себе является грозным хищником, и увеличьте его в длину до 7 метров. Весил этот холоднокровный убийца почти 2 тонны. Мегалания была идеальным засадным охотником. Она пряталась в высокой траве австралийских саванн, полагаясь на свое обоняние. Ее длинный раздвоенный язык мог уловить запах жертвы за несколько километров. Но самым страшным был ее укус. Как и современные вараны, мегалания обладала ядовитыми железами. Даже если жертве удавалось вырваться из челюстей, усеянных зазубренными зубами, она была обречена. Токсины медленно лишали добычу сил, а мегалания просто шла по кровавому следу, никуда не торопясь, зная, что обед от нее не сбежит.
И что самое поразительное, первые люди, прибывшие на континент десятки тысяч лет назад, застали этих сухопутных драконов вживую и, вероятно, не раз становились их добычей. Глава 5. Ожившие мифы. Речные демоны и настоящий Кинг-Конг. Встреча первых людей с гигантскими ящерицами в Австралии кажется сюжетом из темного фэнтези. Но это далеко не единственный миф, который когда-то был пугающей реальностью. Говоря о монстрах прошлого, мы часто забываем про целые классы животных, например, земноводные. Сегодня лягушки, жабы и тритоны кажутся нам абсолютно безобидными созданиями. Но эволюция и здесь успела провести свой безумный эксперимент по увеличению масштабов. Задолго до появления динозавров в мутных болотах пермского периода затаилось существо, которое выглядело как оживший кошмар. Познакомьтесь с прионозухом. Это самая крупная амфибия из когда-либо живших на нашей планете. Если вы попытаетесь представить огромную покрытую слизью саламандру длиной в 9 метров и весом более 2 тонн, вы получите портрет этого хищника. Внешне его голова напоминала морду современного гавиала, узкая, невероятно длинная и усеянная сотнями острых, как иглы, зубов. Прионозух был идеальным водным охотником. Он не умел быстро бегать по суше, но в воде был смертоносен. Он прятался на дне мутных водоемов, сливаясь с грязью, и ждал. Когда древняя рыба или другое животное проплывало мимо, эта гигантская 9-метровая амфибия совершала резкий рывок, смыкая свои челюсти капканы. Вырваться из этой скользкой, мертвой хватки было невозможно. Но если гигантская саламандра кажется вам чем-то бесконечно далеким, то наш следующий герой подбирается к человечеству пугающе близко. Поп-культура подарила нам образ Кинг-Конга, колоссальной обезьяны, сметающей все на своем пути. Ученые долгое время считали такие габариты невозможными для приматов, пока в непроходимых джунглях Азии не были найдены огромные зубы и челюсти, которые заставили исследователей содрогнуться. Это был гигантопитек, самая огромная человекообразная обезьяна в истории Земли. Настоящий живой Кинг-Конг. Когда гигантопитек поднимался на задние лапы, его рост достигал 3 метров, а вес доходил до 500 килограммов. Это была гора сплошных литых мышц, покрытая густой темной шерстью. Его массивная челюсть была настолько мощной, что он мог перекусывать толстые стволы бамбука, как сухие макароны. Гигантопитек не был агрессивным хищником, он питался растительностью. Но самое страшное в этой истории – это время его жизни. Этот исполин обитал в Азии сотни тысяч лет назад. А это значит, что ранние виды людей, такие как человек прямоходящий, Homo erectus, делили с ним одну территорию. Просто представьте этот первобытный ужас. Группа наших далеких предков, вооруженных лишь заостренными деревянными палками, пробирается сквозь густой туман азиатских джунглей. И вдруг из зарослей на них смотрит 3-метровый полутонный примат, чей рев разрывает тишину леса. Одно неверное движение, и гигант мог бы раскидать группу охотников, как тряпичных кукол. Гигантопитек – это живое доказательство того, что наши предки действительно жили в мире настоящих чудовищ. Глава 6. Ледниковый период. Последние титаны Земли. Гигантопитек и мегалания – это яркие примеры того, что эпоха грандиозных существ не осталась где-то исключительно во временах динозавров. Земля была полна гигантами буквально вчера, по геологическим меркам. Когда климат начал становиться суровее, наступил ледниковый период – время последнего великого испытания для гигантов. По заснеженным равнинам и холодным степям бродили животные, чей вид вызывает трепет. И речь сейчас не о мамонтах, которых все мы прекрасно знаем со школьной скамьи. Представьте себе бескрайние просторы Древней Сибири. Ледяной ветер поднимает снежную пыль, и сквозь эту белую пелену проступает массивный силуэт. Это элосматерий, которого в научном мире часто называют сибирским единорогом. Только забудьте о грациозных белых лошадях из сказок. Элосматерий был настоящим доисторическим бульдозером. Это гигантский носорог длиной около 5 метров и весом более 4 тонн. Но его главной особенностью был рог. На лбу возвышался цельный кератиновый шип длиной в 2,5 метра.
Он был толще телеграфного столба. Элосматерий использовал его не только для защиты, но и как мощный снегоочиститель, раскапывая сугробы, чтобы добраться до высохшей травы в суровые зимы. Увидеть несущегося на вас 4-тонного монстра с таким оружием – это зрелище, которое невозможно забыть. В то же самое время на территории Северной Америки властвовал другой король ледникового периода – хищник, рядом с которым современные гризли или белые медведи кажутся просто младшими братьями. Короткомордый медведь. Это абсолютный рекордсмен среди всех известных науке плотоядных млекопитающих. Встав на задние лапы, этот исполин достигал высоты в 3,5 метра. Если бы вы стояли перед ним, ваши глаза находились бы на уровне его груди. У него были невероятно длинные и мощные лапы, приспособленные не для тяжелой возни в берлоге, а для долгого бега. Короткомордый медведь мог преследовать добычу на скорости более 60 км в час. Убежать от него было физически невозможно. Его челюсти были короче, чем у современных медведей, что создавало эффект гигантских кусачек. Он мог легко дробить самые толстые кости ледниковой мегафауны. Это была безостановочная машина для выживания в суровых условиях. Оглядываясь назад на всех этих невероятных существ, от живой гильотины Дунклеостея до амфибий размером с автобус и ленивцев ростом со слона, мы начинаем понимать одну важную истину – эволюция не знает границ. На протяжении сотен миллионов лет наша планета была лабораторией, в которой создавались самые невообразимые формы жизни. Эти колоссальные создания правили Землей, и они казались абсолютно неуязвимыми, находясь на вершине пищевой цепи. Казалось, что они будут жить вечно. Но природа жестока и непредсказуема. Падение астероидов, ледниковые периоды, изменение уровня кислорода и высыхание морей стерли с лица Земли даже самых грозных титанов. Их броня, их яд, огромный вес и острые как бритва зубы не смогли спасти их от неумолимого хода времени. Сегодня мы являемся хозяевами этой планеты. Мы не можем похвастаться размерами титанозавра или укусом пуруссавра, но у нас есть наш разум. И именно благодаря науке, палеонтологии и бесконечной жажде знаний мы способны воскресить этих монстров в нашей памяти. Мы можем заглянуть в прошлое и осознать, насколько удивителен, страшен и прекрасен наш мир. Огромное спасибо, что досмотрели этот фильм до конца. Если вам понравилось это погружение в мир древних гигантов, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какое существо напугало или удивило вас больше всего. Ваша поддержка – это то, что позволяет нам делать такие масштабные проекты. С вами был канал Экзомир. Спасибо, что совершили это путешествие во времени вместе с нами.